Не собираюсь никуда ехать. Мне хорошо и в своей стране, на своей родине. Как сын военного, для меня никогда не стояло вопроса участвовать в концертах, посвященных России. Я не в папу. Николай Басков – российский эстрадный и оперный певец, на протяжении многих лет остающийся на пике популярности. Исполнитель, наставницей которого была великая Монсеррат Кабалье. Получил неофициальные титулы «Золотой голос России» и «Натуральный блондин». Артисту всегда есть чем порадовать поклонников своего таланта. Николай Басков родился 15 октября 1976 года. По национальности артист русский, хотя в его роду были украинцы и турки. Его родной город – Балашиха, но одно время он проживал за рубежом. Вообще, семейная фамилия Николая произносится с ударением на второй слог, но в начале карьеры певец ее изменил. Предки певца имели дворянские корни, и когда-то их фамилия звучала как Баскаковы. Когда мальчику исполнилось 2 года, папа Виктор Басков завершил обучение в военной академии имени Фрунзе и вместе с семьей уехал в ГДР, где был обязан проходить дальнейшую службу. Старший Басков в течение 5 лет работал в Дрездене, в Кенигсберге. Виктор начинал военную карьеру в качестве командира взвода, затем поднялся до помощника комдива. Позднее Басков-старший окончил военную академию. Мама Елена Баскова, учитель математики по образованию, на территории Германии работала на телевидении в должности диктора. Николай Басков с 5 лет осваивал музыку. Он занимался изучением нотной грамоты на дому с матерью. В школу Коля начал ходить в Германии, но уже после 1 класса продолжил обучение в Кизиле, одновременно с этим поступив в музыкальное учреждение. В детстве Басков еще не был таким раскрепощенным на публике. Как вспоминает певец, его дебют на сцене оказался крайне неудачным. Второклассника попросили выступить со стихотворением на утреннике, но будущий артист испугался большой аудитории, расплакался и убежал. В 2009 году Николай Басков был удостоен звания народного артиста Российской Федерации указом главы государства Дмитрия Медведева. В июле 2019 года в семье Николая Баскова произошло горе. Умер его отец Виктор Басков, которому было 68 лет. О том, что его папа ушел из жизни, артист узнал перед концертом в Минске. Однако отменять выступление не стал. Басков вышел на сцену и посвятил песню умершему отцу. Причиной смерти Виктора Баскова стала продолжительная болезнь, подробности которой артист долгое время скрывал. Он серьезно болел, у папы был рак мозга, уходил он очень тяжело. На работе я старался держать лицо, был позитивным, но мне было непросто, потому что каждый месяц приходили нерадостные анализы. Папа медленно угасал. И были моменты, когда он уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил себе, посторонних в свою беду не посвящал. Отец ушел, а эта боль со мной так и осталась, откровенно рассказал Басков. У папы всегда было много друзей, он очень любил жизнь, очень многим помогал. Это был прекрасный человек, мужественный, сильный, добрый, глубоко порядочный. Его отец всегда радовался до слез, когда сын выступал за Россию. Отец Баскова был патриотом до мозга костей, преданным своей стране и своей семье. Спустя время Николай выпустил клип на песню «Любовь бессмертна». Известно, что эта композиция посвящена истории его родителей. Артист поделился, что песня стала последней, которую услышал его отец, а для матери она была гимн любви. В 2001 году певец женился на дочери своего продюсера, предпринимателя Бориса Шпигеля. Через 5 лет, 24 апреля 2006 года, Николай Басков и Светлана Шпигель стали родителями. На свет появился сын Бронислав, однако совместная жизнь потерпела неудачу. Спустя 7 месяцев начался процесс развода, закончившийся через полгода. Одновременно с женой артист лишился и продюсера, но самое главное, артисту полностью запретили общаться с сыном Брониславом. Мы разводились на определенных условиях, не оставили мое творчество и мое имя, а я все, что связано с сыном.
и не должен был претендовать ни на что, ни на встречи с ним, ни на то, чтобы он носил мою фамилию. Бронислав растет, не зная отцовской любви. Отцом мальчик называл второго мужа своей мамы, бизнесмена Вячеслава Соболева, хотя и этот брак Светланы Шпигель не задался. Но Басков не теряет надежды восстановить отношения с Брониславом, когда тот вырастет и все поймет. Сейчас сыну Николая Баскова, Брониславу, 16 лет, и он очень похож на папу. Живет он в Израиле вместе с мамой и сестрой. Несколькими месяцами позже Басков заявил о помолвке со знаменитой красавицей Оксаной Федоровой, но в марте 2011 года пара объявила о расставании в официальных источниках. В тот же год певец завел роман с балериной и светской львицей Анастасией Волочковой, который продлился до 2013 года. Спустя время Басков начал ухаживать за продюсером и певицей Софией Кальчевой, роман с которой продолжился вплоть до 2017 года. Влюбленные называли отношения гостевыми. После расставания с Софи некоторое время Николай скрывал подробности своей личной жизни, но в сети сразу появились слухи о романе певца с фотомоделью и телеведущей спортивных эфиров Викторией Лопаревой. Летом 2017 года пара официально сообщила о намечающемся торжестве бракосочетания. Свадьбу планировали провести в столице Чечни в октябре 2017 года. Певец рассказал о чувствах к избраннице, готовности к семейной жизни и рождению детей. Но спустя время публика узнала о том, что Виктория не станет женой золотого голоса России. Они окончательно расстались. Сейчас Басков и Лопарева поддерживают дружеские отношения. В 2017 году Николай Басков решил привнести в свой имидж некоторые изменения. Благодаря посещению тренажерного зала певец изрядно похудел. Теперь при росте 174 см его вес стал гораздо меньше 80 кг. О своем желании остепениться и жениться Николай Басков заявил в эфире передачи «Ты не поверишь» в 2019 году. Артист сообщил, что хочет прекрасную жену, которая родит ему детей. Позднее на странице Николая в Инстаграме появилось совместное фото с Аней Лорак. Пост со звездной коллегой он дополнил красивыми стихами. Поклонникам явно понравилась такая пара, и они стали оставлять лестные комментарии в адрес знаменитостей. Кроме того, в аккаунте появилось фото с отдыха на Алтае, на котором народный артист сидит на фоне женщины и ребенка, чьих лиц не видно. Поклонники музыканта тут же начали строить догадки, что это семья Николая, а некоторые предположили, что это попытки артиста создать новый инфоповод вокруг своей персоны. Артист приглашен в программу «Утренняя почта», которая вернулась в эфир. Адрес для заявок зрителей остался неизменным – Шаболовка, 37. Квартиру ценой $10 миллионов Николаю Баскову подарил его поклонник, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. 320 квадратных метров жилья расположились в ЖК Барклey Плаза. В жилом доме только 12 квартир, а по соседству находится храм Христа Спасителя. Дизайн-проект разрабатывала компания Валентина Юдашкина. Дизайнер создал помпезный и роскошный интерьер с огромным количеством золота, лепнины, мрамора, хрусталя и стекла. В квартире имеются 2 просторные спальни, 2 гостиные. В одной из них Николай расположил рояль, 2 санузла, джакузи, потрясающая кухня, гардероб и кабинет. Юдашкин придумал дизайн интерьера для певца в лучших традициях императорского стиля. Поскольку у Николая Баскова плотный гастрольный график, свои апартаменты на время отсутствия он сдает. Каждый может пожить в царских хоромах. Сутки проживания обойдутся от $5000 до $7000. Через 2 года после подарка в виде квартиры в Москве Исмаилов подарил Баскову виллу в Анталии, что на юге Турции. Это шикарный особняк с табличкой с надписью «Басков» на входе. На 400 квадратных метров его площади размещаются 2 гостиные, 4 спальни, несколько санузлов, турецкий хамам и круглый бассейн. Когда певец не живет в этом доме сам, он сдает его в аренду.
Арендаторы платят владельцу за пользование его собственностью большие суммы. Еще у певца есть квартира в Испании. Мысль о покупке недвижимости в Испании у Баскова появилась после творческого союза с Монсеррат Кабалье. Частые совместные гастроли испанской оперной дивы и стали поводом для покупки квартиры. Так что к активам прославленного русского оперного певца добавилась пятикомнатная квартира стоимостью в 1 миллион евро, расположенная в центре Барселоны, недалеко от резиденции Кабалье. Также у Николая Баскова есть апартаменты на Канарах, в городе Плая Сан-Хуан, в переводе с испанского «Порт Святого Ивана». В уютном городке на юге-западе острова Тенерифе не так давно выросли современные европейские кварталы. Именно там за 200 тысяч евро золотой голос России и обзавелся гнездышком, чтобы отдыхать душой. Сейчас певцу 46 лет. Удастся ли Николаю Баскову создать уютное семейное гнездышко и обзавестись детишками в одном из объектов его недвижимости, покажет только время. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.